Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 18 июля. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами денежный день, поэтому обязательно напишите 4 денежные цифры. Они сегодня вам помогут в жизни. Что именно нужно написать и на что сегодня стоит обратить особое внимание, друзья, далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите наш канал. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале, друзья, очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Итак, давайте, друзья, вместе с вами начинать. Итак, сегодня 18 июля, день, который можно назвать как День оптимиста. Это особенный день, когда звезды и планеты располагаются таким образом, что даже неприятности кажутся сегодня мимолетными и незначительными. В этот день важно не поддаться огорчениям, страхам и беспокойствам, поскольку все приходящее и все временное. Ключевым аспектом этого дня является тригон Луны в Стрельце к Меркурию во Льве. Тригон – это гармоничный аспект, который указывает на легкое и благоприятное взаимодействие между планетами. Луна в Стрельце символизирует стремление к свободе, к приключениям и расширению горизонтов. Этот знак наполняет нас энтузиазмом и оптимизмом. Меркурий во Льве добавляет уверенности в общении, смелости, выражении мыслей и идей, а также способности влиять на других своим прекрасноречием и харизмой. Этот аспект поощряет смелый взгляд в будущее, снимает внутренние комплексы и ограничения. Это прекрасное время и для проявления инициативы в различных сферах жизни. И на работе, в отношениях, в любви. Сегодня можно возобновить отложенные дела и воплотить в жизнь какую-то новую и интересную идею. Вы знаете, этот день будет идеален для того, чтобы начать что-то новое или возобновить давно забытое какое-то дело. Обращаем ваше внимание, что именно в этот день, 18 июля, ваша инициативность будет вознаграждена. Поэтому не бойтесь проявлять инициативу, не бойтесь высказывать свое мнение, говорить, видеть, а также чувствовать все то, что к вам приходит на ум. Но, конечно же, в рамках тех ситуаций, в которых вы оказались или которые вам нужно реализовывать сегодня. Также постарайтесь сегодня вернуться к тем проектам, которые были отложены на потом. Сегодня у вас есть все шансы на их удачное завершение. При этом они могут достаточно быстро завершиться и решаться те или иные моменты. Также делитесь своими идеями и планами с окружающими людьми. Ваш энтузиазм заразителен, и вы сможете найти единомышленников и поддержку. Также сегодня назначайте встречи, проводите переговоры, обсуждайте важные вопросы. Коммуникация в этот день будет особенно эффективной и продуктивной. Что в этот день не рекомендуется делать? Во-первых, ни в коем случае сегодня не отступайте от намеченного плана. Если у вас есть четкий план, следуйте обязательно ему. Сегодня не время для сомнений и изменений в курсе. Также сегодня доверяйте своим решениям и своей интуиции. Сомнения могут только замедлить ваш прогресс, поэтому не сомневайтесь в принятом решении. У вас обязательно все получится. Запланированные встречи и сделки лучше сегодня не отменять. Все договоренности сегодня имеют хорошие шансы на успешное выполнение. Кроме того, еще раз сделаем большой акцент всем, что энергетика этого дня, 18 июля, будет благоприятна для любого начинания. Этот день приносит с собой дух оптимизма и уверенности. Даже если возникнут какие-то трудности, они будут временными и не оставят о себе следа. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы направить свою энергию на достижение поставленных целей и реализацию тех желаний и тех мечтаний. Также хотим дать несколько рекомендаций по знакам зодиака. Итак, Овны и Львы, обращаем ваше внимание, что сегодня ваше обаяние и энергия будут на высоте. Сегодня отличное время для того, чтобы завоевывать новые вершины и привлекать к себе внимание. Стрельцы и Водолеи, ваша природная тяга к свободе и новым открытиям обязательно сегодня найдет свое выражение. Главное, не бойтесь рисковать и проявлять креативность на протяжении дня. Тельцы и Девы, сосредоточьтесь на практических аспектах своих проектов. Ваше внимание к деталям обязательно поможет достичь успеха.
Раки и рыбы, уделите время внутреннему миру и творческим занятиям. Это благоприятное время для духовного роста и самопознания. Друзья, сегодня 18 июля, это настоящий неземной день. Этот день наполнен особой энергией, которая будет оказывать влияние на все сферы жизни, конечно же, включая и финансы. Как мы уже сказали ранее, Луна находится в Стрельце и формирует тригон с Меркурием во Льве. И именно этот аспект сегодня создает благоприятную атмосферу для смелых действий, инициатив и новых начинаний. Луна в Стрельце символизирует расширение горизонтов, оптимизм и стремление к новым высотам. А вот Меркурий во Льве добавляет уверенности и харизмы в общении. Цифры, как и многие другие символы, вы знаете, что они обладают своей особенной энергетикой и вибрациями. И, конечно же, каждое число имеет свое значение и оказывает влияние на различные аспекты жизни, включая финансы. И вот мы сегодня, друзья, 18 июля рассмотрим 4 цифры, которые помогут вам в привлечении богатства и успеха. И главное, чтобы вы их использовали. Желательно все 4 цифры. Итак, первая цифра, друзья, это цифра 8. Сегодня обращайте внимание на то, что будет в вашем окружении. Например, вы будете, если вы о чем-то мечтаете, где-то идете, едете, и не знаете, как появится это в вашей жизни или нет, постарайтесь увидеть в своем окружении, возможно, номер квартиры, номер телефона, незнакомый вам, будет цифра 8. Это говорит о том, что да, в вашей жизни это реализуется в самое ближайшее время. Следующая цифра, на которую вам стоит сегодня обратить внимание, это цифра 9. Постарайтесь ее сегодня на протяжении дня прописывать. Например, вы говорите по телефону, вот прямо сейчас нас слушаете, и просто красивенько рисуете циферку 9. Можете это делать карандашом, ручкой, фломастером. Главное, чтобы это вам приносило радость и удовольствие. Далее используйте сегодня и цифру 3. Это особенно цифра будет важна для тех людей, кто работает в маркетинговых стратегиях, кто создает какие-то креативные проекты, социальные инициативы. Именно она поможет привлечь внимание и найти поддержку. И, друзья, цифра 5. Это цифра, которая поможет вам адаптироваться и найти новые пути к финансовому успеху. Вот эту цифру сегодня, именно цифру 5, нужно проговаривать. Теперь, если вы сегодня хотите привлечь изобилие, достаток и благополучие, то на протяжении всего дня произносите следующие цифры: 8, 9, 3, 5. И после этого скажите: приумножаю изобилие в своей жизни. Именно обязательно приумножаю изобилие в своей жизни. И Вселенная для вас поможет, вас подтолкнет, направит, укажет вот ту дорогу, тот путь, который вам нужен. Поэтому ваша задача сегодня постараться услышать наши советы и использовать эти волшебные цифры себе во благо. Далее, друзья, хотим еще уделить некоторые моменты касательно лунного календаря. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно сильно на нас всех с вами будет влиять Стрелец. И поэтому, благодаря вот влиянию Стрельца, день будет наполнен оптимизмом и стремлением к активным действиям. Люди сегодня могут ощущать прилив энергии и желание заниматься физическими упражнениями, путешествовать или начинать новые проекты. Кроме того, этот день идеально подходит для того, чтобы создавать какие-то креативные проекты, для того, чтобы сделать то, что для вас важно и нужно. Это могут быть какие-то творческие проекты, это запуск каких-то интересных идей. Поэтому, пожалуйста, пробуйте, и у вас обязательно все получится. Но также под влиянием знака зодиака Стрелец сегодня может возникнуть склонность к излишнему оптимизму и рискованным поступкам. Люди могут недооценивать возможные опасности и переоценивать даже свои возможности. Кроме того, несмотря на общую благоприятную атмосферу, сегодня могут возникнуть какие-то и непредвиденные сложности и препятствия. Важно оставаться внимательными и готовыми к возможным изменениям в планах.
Кроме того, энергия Стрельца может приводить к прямолинейности и откровенности, что не всегда воспринимается положительно окружающими людьми. Поэтому сегодня важно следить за своими словами и избегать любых конфликтов. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что у нас сегодня с вами знак зодиака Стрелец. Это знак огня, который управляет бедрами, ягодицами, тазом и печенью. Это означает, что в этот день следует уделить особое внимание этим частям тела. Поддержание здоровья печени и тазовой области будет особенно важно в этот день. Но не забывайте сегодня уделять внимание своей печени. Вы знаете, что печень играет ключевую роль в очищении организма от токсинов. Поэтому в этот день рекомендуется употреблять больше свежих овощей, фруктов, особенно тех, которые способствуют очищению печени. Это могут быть свекла, это может быть морковь, это могут быть яблоки. Старайтесь сегодня пить и как можно больше воды, травяных чаев, зеленый чай, настои из расторопши будут особенно полезны для вас сегодня. Также в вечернее время можете принять ванну с морской солью и сделать обертывание для детоксикации. Также уделяйте сегодня и внимание своей иммунной системе, укрепляйте ее с помощью витаминов, добавок, а также витамина С, цинка и эхиноцеи. Соблюдайте правила личной гигиены, чтобы предотвратить инфекции и заболевания. Кроме того, из-за повышенной активности и энтузиазма, характерных для знака зодиака Стрелец, существует сегодня риск переутомления. Поэтому сегодня важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом. Активные занятия спортом могут привести сегодня к травмам, особенно в области бедер и таза. Разминка перед тренировками и правильная техника выполнения упражнений помогут вам сегодня избежать любых травм. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что Стрелец – это знак, который ассоциируется с расширением горизонтов, удачей и оптимизмом. Управляемый Юпитером, который считается планетой изобилия и роста, Стрелец приносит удачу и открывает новые финансовые возможности. Влияние Стрельца делает этот день особенно благоприятным для финансовых начинаний, которые связаны с риском и с новыми территориями. Помните о том, сегодня удача на вашей стороне, особенно если вы решитесь на какие-то рискованные инвестиции. Однако, несмотря на благоприятный день, все-таки следует тщательно оценивать все риски. Обращайте внимание на ваше обучение, на расширение знаний, навыков. Если вы что-то не знаете, изучите, посетите, возможно, семинары, вебинары. Все это поможет вам правильно распоряжаться деньгами. Кроме того, на что сегодня обращаем ваше внимание, о том, что сегодня нужно с деньгами быть бдительным. Почему? Дело в том, что знак зодиака Стрелец пробуждает такое вот желание рисковать, и иногда это приводит к участию в финансовых схемах или проектах с сомнительной репутацией. Поэтому будьте осторожны и тщательно сегодня проверяйте все предложения. Теперь вернемся к карте Таро на 18 июля. И вы знаете, сегодня выпала карта девятка кубков. И вы знаете, именно девятка кубков указывает на состояние эмоционального удовлетворения и радости. В этот день вы можете ощущать глубокую радость от того, что ваши эмоциональные потребности и желания удовлетворены. Карта также символизирует благополучие и гармонию в ваших отношениях и жизненной ситуации. Это время, когда вы можете чувствовать себя в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Также девятка кубков указывает на успешное завершение проектов или достижение личных целей. Этот день будет благоприятен для того, чтобы наслаждаться результатами своих усилий и осознавать свои достижения. Кроме того, сегодня девятка кубков подсказывает о необходимости оценки того, что уже было достигнуто. Помните о своих успехах и обязательно радуйтесь им, благодарите себя за то, что вы смогли чего-то достигнуть, что-то вы смогли сделать. Ну и, конечно же, не забывайте благодарить Вселенную и высшие силы. Помните о том, что в нашем мире все взаимосвязано. Теперь давайте уделим внимание советам от Архангела Михаила на этот день, 18 июля.
Архангел Михаил советует вам в этот день сосредоточиться на своей внутренней силе и решимости. Ваша душа обладает огромным потенциалом, и вам необходимо довериться своим способностям. Поэтому вспомните моменты в своей жизни, когда вы преодолевали трудности, и используйте этот опыт для достижения новых целей. Помните, что вы способны на многое, и не позволяйте страху или сомнениям удерживать вас от реализации своих мечтаний и желаний. Кроме того, Архангел Михаил сегодня призывает вас к ясности и четкости в ваших действиях и намерениях. Очень важно, чтобы вы проанализировали свои цели и планы и убедились, что они соответствуют вашим истинным желаниям и ценностям. Откажитесь от всего, что мешает вам двигаться вперед. Будьте решительны и не бойтесь принимать сегодня сложные решения. Помните, этот день благоприятен для того, чтобы привести свои мысли и свои дела в порядок. Также оказывайте сегодня помощь и поддержку тем людям, кто в этом нуждается. Даже если вам кажется на первый взгляд, что все прекрасно и никому помощь не нужна, возможно, вы ошибаетесь. Пересмотрите. Вот такой, друзья, у нас с вами день 18 июля. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогут в жизни. Обязательно прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся в следующем видео.